Здравствуйте, дорогие друзья! Проезжая мимо парка Дубки, в котором мы уже с вами бывали и делали некоторые зарисовки в разное время года, все-таки зашел сюда и, как оказалось, не зря, обязательно с вами сейчас всем поделюсь. Итак, при входе мы видим сразу схемы, а также разную информацию по планам разных спортивных мероприятий, которые тут проводятся. Также есть указатель с водоплавающими птицами, которых тут можно встретить, и общий вид парка. Также есть отдельная информация о самих птицах, ну и также о правилах поведения в парке, ну и некоторая дополнительная информация для посетителей. Сразу же при входе есть один очень важный для всех нас момент, и как раз отдельное спасибо администрации хочется выразить. В годовщину 55-летия Победы в парке был открыт мемориал памяти жителей Тимирязевского района, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Во многих парках сегодня появляются мемориалы, памятники и места славы, где дань уважением и памяти погибшим воинам и ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны отдает сегодня наше и новое поколение. И вот огромная благодарность еще раз администрации за то, что вот такие места у нас появляются в разных общественных местах, в парковых, прогулочных зонах Москвы. И это очень здорово. И также отдельное спасибо хочу выразить в виде того, что предоставлена бесплатная парковка, потому как ранее висели здесь знаки запрета, но не так давно власти открыли проезд, и можно беспрепятственно проехать и поставить автомобиль вдоль самого парка, а также запарковаться возле храма прихожанам. Как раз вы видите, стоят автомобили, я тоже запарковался и пошел сразу в парк. Приезжает очень много детей, приезжают пожилые люди, можно встретить в парке и лица с ограниченными возможностями, многодетные семьи. Ну и, конечно же, такой знак внимания для людей очень важный и очень нужный. Мы с вами пойдем по параллельным дорожкам, будем делать общие виды из зарисовки, ну и также говорить о том, что все-таки здесь можно повстречать и на что можно обратить свое внимание. Помимо даров леса, которые расположены на земле, конечно же, еще открыты вот такие шикарнейшие виды на природу, на дубы, на деревья и на все то, что здесь, конечно же, нас окружает. Вот так вот расположен по всему парку как раз дубовые аллейки, ну и, конечно же, тропинки и много-многое другое. Также можно в парке встретить местных жителей парка, которых здесь достаточно много. И я надеюсь, что власти уделят также отдельное внимание им, потому как они все-таки нуждаются в какой-то поддержке нашей. Можно сделать отдельно, повесить домики, которые они заслуживают, как это сделано во многих других парках. И я думаю, что будет комфортно и зверям, которые могут все-таки на время шумных каких-то мероприятий и праздников там скрыться и передохнуть. Ну и также отдельно для местных жителей, которые приходят сюда покормить зверей, поддержать их. Тоже бы хотелось бы, чтобы сделали какие-то централизованные площадки для кормления, чтобы разной самодеятельности вот в виде подобных бутылок и банок, которые еще неизвестно из-под каких содержимых здесь повесили. Вот все-таки хотелось бы, чтобы зоны какие-то были более культурные, приятные, для того, чтобы было удобно и зверькам, и также местным жителям подкармливать их, оставлять какие-то для них соответствующие орешки, зернышки, хлебушек, семечки и много-много чего другое. Но мы с вами продвинемся дальше по самому парку. Как раз я вам расскажу немножечко о самом парке. Ну и о том, что меня очень сильно здесь в дополнение порадовало, помимо тех кадров, которые вы сейчас видите, помимо зверюшек, природы и, конечно же, того самого спокойствия, уюта и комфорта, который расположен в окрестности данного района. Вот возводятся новые современные дома многоэтажные прямо вдоль парка, взамен ветхих, и как раз выйдя из дома, сев на лавочку, вам
предоставлены вот такие виды, которые все-таки вас от какой-то повседневной суеты отвлекут и дадут вам возможность погулять, подышать воздухом свежим, ну и просто отдохнуть. Итак, парк Дубки. Парк расположен на севере Москвы, в Северном административном округе. Находится он между улицами Немчинова и Ивановской. Площадь его небольшая, составляет всего 18 гектар, и расположен он недалеко от станции метро Тимирязевская. Украшением парка служит дубовая аллея, пруды и храм святителя Николая у Соломенной сторожки, который мы с вами видели. Значит, общий парк представляет собой типичную подмосковную Дубраву. Был в парке не раз капитальный ремонт, и в целом парк имеет свободную планировку с развитой дорожно-тропичной сетью. На официальном сайте доступна информация по мероприятиям, занятиям, развлечениям и фотовыставкам и разным другим праздникам, которые проходят в этом парке. Парк по масштабам Москвы маленький, но чистенький. За ним тщательно ухаживают, следят, охраняют его, и ежегодно в парке высаживаются новые деревца. Инфраструктура для отдыха тоже хорошо развитая. В летнее время доступно много игровых площадок, разнообразные детские площадки с игровыми элементами. Есть и аттракционы для маленьких и взрослых посетителей, которые стремятся попасть и также детвора, получить массу удовольствия, катаясь на машинках, самолетиках, паровозиках, прыгая на батуте, плавая в бассейне с надувными уточками, на которых можно также здесь поплавать, можно покататься на пони, обычных лошадях, а зимой попасть на каток и на разные зимние виды отдыха, поваляться на снегу. Ну и также для тех, кто проголодался, на территории открыт уютный ресторан «Ратник». Вход в парк свободный, плата не взывается, как и во многих других местах. И вот, что же мне все-таки захотелось и что же мне как раз удалось увидеть здесь, это то, о чем я как раз помечтал. Это капитальный ремонт прудов, который проходится здесь в парке. И давайте на это все дело с вами посмотрим. Честно говоря, парк давно нуждался в этом, и вот вы видите, что берега уже прудов очищены от тех самых стволов, которые были в виде укрепления берегов и служили декоративными какими-то элементами. Все они уже давно сгнили и требовали как раз замены. Пруд был заросшим, уже птицы в нем чувствовали себя достаточно некомфортно, хотя продолжают вот в этой лужице грязевой ютиться. Но вот как раз в управе района Тимирязевской прошло рабочее заседание по реконструкции парка Дубки. И вот участие во встрече принимали муниципальные депутаты, главы управы, представители всех причастных ведомств и Мосгорпарка, Мосремремонта, подрядчиков, Департамента культуры парка Леонозовский, столичного департамента капитального ремонта. Также была инициативная группа жителей, которая внесла свои предложения. Дискуссия была активной и принят во внимание результат масштабного опроса, проведенный управой на территории всего района. Я надеюсь, что многое будет учтено, многое сделают в дополнение, потому как парк все-таки, в отличие от других парков, требует какого-то дополнительного современного подхода. Уже во многом другие парки поменяли свои виды, и вот, наконец, дело дошло и до этого парка. Я надеюсь, что будет все намного интересней, по-современному. Парк оборудуют какими-то дополнительными новинками, возможно. Ну и, конечно же, мы с вами обязательно сюда вернемся. Вот информация для местных жителей, ну а также просто зрителей моего канала, я думаю, будет интересной, потому как это исторические кадры и многие моменты, которые по осушению, по вот ремонту самого пруда, да, не везде можно будет найти в интернете, но вот тем не менее такой вот эксклюзивчик у нас получился, и обратите внимание на все то, что уже как раз здесь запустили в виде изменений. Еще раз подчеркну, глубина этого пруда, я даже и не думал, что она настолько глубокая, потому как пруд все-таки казался неглубоким, заросшим. Проводили здесь мероприятия по очистке, вытаскивали тину
но тоннами причем, но все равно этого было недостаточно. И вот как раз начали с самого важного, на мой взгляд, как раз это сложный проект, который здесь как раз происходит по очистке. Он большой, масштабный. Я надеюсь, что уже в 2019 году здесь мы с вами вновь запишем очередное видео и посмотрим на то, как все изменилось. В целом у меня канал как раз о том, как меняется Москва, и очень удачно, что я записал такой вот памятный, можно сказать, сюжет. Я буду надеяться, что после завершения пруда обратят внимание и на все остальное. В принципе, здесь уже размещены бригады строительные и все детские площадки и много-много другого, скамеечки, лавочки, другие какие-то, возможно, появятся дополнительные сооружения, и амфитеатр, который здесь на открытом воздухе расположен, тоже будет реконструирован. Может быть, что-то в дополнение еще появится, наверное, стоечки с бесплатным интернетом, ну и много-много чего другого. Поэтому я понадеюсь, что и администрация района и города, а также активные граждане, о чем свидетельствует вот эта вот галочка, примут в тандеме какое-то свое большое участие, свой какой-то большой вклад, и все очень сильно изменится в лучшую сторону, и как и гражданам, так и администрация будет в дополнение, будет уютный еще один уголок в Москве, куда можно приехать с семьями, выйти, прийти, погулять и насладиться всей той самой красотой, которая нас здесь окружает. Но я буду с вами потихонечку прощаться. Спасибо за очередной сюжет, который вы посмотрели вместе со мной и прокомментировали. Ну и мое традиционное, ну а пока.